Ставим первую пружинку, у которой полукруг на одном ушке. На втором ушке немножко так загнуто слишком сильно. Короче, мы ее смазываем. Делаем грязненькую. Потом опять производим такое движение. Мы ее как бы ложим. Мы ее положили боком. И она должна очень хорошо одеться в дырочку. Опа. И не хочет. И залезла. Сильных усилий не делал. Затем мы ее одеваем сюда. Опа. Одели. Ну, примерно так. Значит, теперь нам нужно этот кончик пружинки. Видите, как она очень хорошо вылазит оттуда. Вот этот кончик пружинки одеть вот на эту планку, на эту. Но прежде чем ее одеть, нужно поставить защиту, чтобы пружинка проходила сюда. Бросаем ее. Пытаемся опустить вниз. И вот смотрите. Второе ушко почти касается этой планки. Значит, осталось его просто одеть. И она одета. Немножко смажем ее. Маслом каши не испортишь. В резьбу немножко положим. Еще раз сюда. Так, это мы сделали. Значит, следующий ход. Одеваем еще пару пружинок. Берем все, смазываем смазкой. И сам штифтик. Маленький штифтик с дырочкой. Специальное для пружинки у него есть место. Одеваем его вот в эту сторону. Вот в эту дырочку. Мы его просунули. Оставили пока. Теперь нужно продеть эту пружинку. Значит, я предполагаю, что это будет так вот. Раз, и зацепили ее. Держим пружинку. Берем нашу еще одну пружину, продеваем его и начинаем опускать. Два выступа. Один должен зайти и держаться в этой пружинке, а второй должен просто зайти в направляющую. Опять нужно будет чуть-чуть с усилием сделать это.
чуть-чуть не хватает. Значит, возьмем какой-нибудь усилитель наш, типа отверточки. В принципе, механизм собран. Можно чуть-чуть еще подмазать смазки побольше, чтобы в случае попадания воды, да и вообще просто после отпочивания, все это дело не заржавело и работало хорошо. Чтобы никакие тут пружинки не поржавели. Ну, в принципе, так достаточно. Дальнейшее действие мы берем и ставим храповик. Автоматическая поджимка тормозов. Вторая часть к нему пружинка, которая держит его. Значит, вот это вот полукруглое одевается на храповик таким образом. И вот эта вот часть прямая одевается вот на эту часть, так чтобы дырочки совпадали. Сейчас мы это дело смазываем и одеваем. Значит, попробуем то же самое сделать. Немного мешает пружина. Где-то она цепляется и не пропускает эту часть вниз. Разворачиваем вот отсюда, с этого ракурса. И опускаем усики вниз. О, как она. Пружинка очень сильная и скользкая. Подмазываем сюда еще жирный кусочек. Закрываем крышечкой. Крышечка также с дырочкой. 2 штифта в нее входит тоже. Мы ее просто одеваем. И пытаемся закрутить болтик. Также замазываем этот болт, иначе его потом будет просто не открутить. Таких стопорных шайб новых я не нашел. Купили обычные, но они как бы не подходят, потому что у них есть такая же в виде чашечки выгнутость. Она становится туда в чашечку и держит болт от того, чтобы он не отворачивался. Ну давай, дорогой, залазим.
Залазим болтиком туда. Нащупываем резьбу в крышке. Где-то она там должна быть. Вот крышкой затянули. Вот там вот резьба. Здесь пружинка первая. Все остальное пружинки. Все там внутри. Сейчас оденем штифт и все. Сделаем мы с этой стороны фиксатор. Значит, засовываем его с этой стороны. Опять желательно все промазать. Да, это будет сложно сделать, конечно. Может быть, надо было сначала... Так, попробуем подстучать чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. По идее, должен зайти. Значит, с этой стороны вышел. Ищем дырочку. Вот она есть. Вот она дырочка. Ну, с этой стороны он зашел хорошо. Ну что, загибаем. Достаточно. Берем тряпку, протираем все. Вот такая вот красота получилась. Да, можно посмотреть еще. Нет, ничего не цепляет. Все отлично. Пружинка работает. Теперь установим колодки ручного тормоза. Чтобы защитить от ржавчины и влаги болт, который крепит колодку к лапке ручника, я смазываю его керамической смазкой. Вот и сам процесс установки колодки к лапке ручника. Устанавливаем болт. Одеваем правильно колодку на болт. Немного обмазываем резьбу болта керамической смазкой. Одеваем гровер и закручиваем гайку. Небольшие трудности, с которыми я столкнулся, это нужна тонкая головка, так как места практически нету, чтобы затянуть гайку между стенок лапки ручника. И сама гайка с нестандартным размером на 8,2 мм, поэтому еле-еле воткнул 8-миллиметровую головку в такую гайку. Вторую колодку устанавливаем так же, как и первую. Главное не перепутать колодки с левой и правой стороной, а также верхом и низом. Поэтому перед установкой лучше еще раз проверить правильное положение колодок, иначе придется переделывать. Вот правильная установка колодок со стороны пассажира. Ну вот, скос, Да. скос. Тут колодка тормозная еще. Вот тут дифференциал. И точно так же собирается другая сторона ручника со стороны водителя. И регулировочный болт ручника будет установлен позже.